Приветствую всех! Вы на канале Eco Real Estate, канал, на котором мы обозреваем недвижимость Японии. И сегодня мы рассматриваем один объект 91 года. Это даже почти трехэтажный, почти трех, я вам объясню почему. Район Нака, город Йокохама. Вот такая узкая улочка. Здесь можно перемещаться либо на мотороллере, либо пешком. В пешей доступности район Ямате, Чайнатаун и многие другие, которые близко. Ну, давайте посмотрим. Значит, так выглядит вход с первого этажа. Как всегда, у нас имеется генкан. Вход такой вот, прихожая, как видите. И это у нас первый этаж. Начнем по очереди. Значит, здесь у нас располагается ванная комната. 91 года, напомню, да, все. Состояние, конечно, здесь не аварийное, но не особо ухоженное. Ну и цена очень такая хорошая. Видно, что менялись наверняка трубы, что-то связано еще и с балками. Нужно будет проверять все. Так, далее здесь у нас находится умывальник, здесь находится туалет и кухня первого этажа. Вот так выглядит кухня. Далее мы находим здесь еще одну дополнительную комнату. Комната в васицу, японский традиционный стиль. И вот эта комната. И смотрите, как интересно японцы хранили вещи и хранят иногда. То есть используют максимально площадь дома под пол. То есть это полноценный шкаф. Так выглядит. Смотрите. Вот, в котором можно хранить много чего. В принципе, чем и занимался хозяин. Закрывается все тоже прекрасно. Так, здесь у нас шкаф. Все осталось после хозяина. Естественно, перед продажей наверняка здесь полностью все уже уберут. И несмотря на загруженность района, мы получаем здесь очень даже неплохую террасу. Вид у нас на апельсиновое дерево. Дом находится относительно на высоте, не в самой низине. То есть здесь можно сделать целый сад. Проводить здесь вечера, либо другие времена суток. Так, идем дальше. Смотрим, что еще здесь интересного есть. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж все-таки считается, мне кажется, главный. А вообще очень часто в Японии второй этаж есть ливинг, то есть зал. Собственно, что мы здесь и сейчас увидим. Вход есть также со второго этажа по лестнице. Именно с этой двери. Здесь находится у нас комната. Второй этаж уборная. Также имеется ванная комната, умывальник. И проходим вовнутрь. Вот так выглядит кухня. Вид потрясающий. Часть вида на сакуру, часть вида на апельсиновое дерево. В загруженном мегаполисе Йокохама, Токио это большой-большой плюс. Здесь у нас имеется сервисный балкон, где мы можем развешивать вещи, стирку. Может быть, для других целей использовать этот балкон. И мы сейчас попадаем в зал. Регина, здравствуйте. Ливинг, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех. Мы находимся в ливинге этого дома. Ливинг выходит на прекрасную... Посмотрите, какая здесь терраса с апельсинами или мандаринами. Что это? Но оно выглядит очень красиво. Конечно, немного неухоженный дом, но если его привести в порядок, он будет выглядеть очень красиво. Потому что этот дом находится в одном из хороших районов города Йокохама, район Нака, который все знают, потому что здесь располагается большое количество иностранных international школ.
здесь шоппинг-стрит знаменитый, это Мотомачи Чукага, и от этого дома нужно спуститься вниз буквально 15 минут до знаменитой улицы Мотомачи Шоппинг-стрит. Вот такой прекрасный дом. Балкон довольно широкий, да, вот для террасы. Очень Широкий, такой да. красивый, то есть он полноценно, на нем можно отдыхать, загорать. Дерево, конечно, это радует. Никто его никуда в жизни отсюда не денет, значит, соседей здесь не будет. Это прекрасно. Дом находится на возвышенности, что придает ему, конечно... Да, но он построен именно таким образом, что есть вход еще из первого этажа, получается, да. Обратите внимание на двойные Двойные стекла, да? пакет, то есть люди здесь поставили двойной пакет, который, естественно... Да. Да, и дом это Ну, хороший окна здесь цвет. были заменены, да, я так понимаю? Именно на втором этаже люди заменили, сделали двойной стеклопакет. Вот если ты видишь, это... Да, Понял? именно на втором этаже окна Именно на были втором этаже. заменены. А вот на хорошие. первом этаже не заменены. Поэтому Вот так тот, кто выглядит. будет покупать этот дом, мы советуем обязательно сделать двойной стеклопакет на первом этаже тоже. Еще один хороший момент, который мы заметили в этом доме, он для двух семей. То есть это по-японски Нисатай Джутако. И самый большой плюс, что здесь два автономных входа. Получается, здесь могут жить две семьи автономно, то есть это может быть родители на первом этаже, на втором этаже дети. Вот такой большой плюс. У всех есть, да, свое место. Ванна, туалет, то есть на первом этаже. То есть полностью автономно могут даже теоретически жить две семьи, даже если у всех есть вход даже разный. Да, если здесь Да. Я сейчас, кстати, покажу вот вход со второго этажа, который ровно находится над первым. То есть вот здесь вот дверь получается. Вот она. Сдвижная. То есть если у нас вход первый это здесь, вот он находится, видите, то на второй этаж тоже абсолютно автономный вход. То есть можно даже на разную фантазию. Либо семья, либо две семьи. Можно купить даже для месячной аренды, я фантазирую, да, для двух семей. То есть первый этаж и второй этаж. Чтобы быстрее вернуть свои инвестиции. Ну или для себя можно его переделать и в принципе с небольшим вкладом, относительно с небольшим, я говорю, получить дом за 250 тысяч в районе, в котором дома стоят не менее 400. Но, конечно, новое, это уже решать вам. Но здесь есть еще одно потрясающее место, которое очень сильно мне Это я понравилось. рассказывал, почти третий этаж. Вот почти третий этаж Это выглядит такая так. мансарда, и там располагается мини-библиотека, то есть книги уже бывший владелец оттуда убрал, но это идеальное место для того, чтобы читать и заниматься и учиться. Чем здесь и занимались, в принципе. Я в полный рост здесь стою, я 1,90 м, то есть очень даже комфортно, все продумано. Здесь стол для ребенка, либо кто любит почитать. Такой вот уникальный, компактный, да, по-японски. Все для того, чтобы было удобно и практично. Вид опять же здесь, смотрите, какой хороший. Окно чуть-чуть запотело, но это не страшно. То есть настоящая полноценная библиотека. Вот так это выглядит. Регина, напоследок, что скажете про этот дом? Сколько он стоит сегодня? Этот дом стоит 22 миллиона йен. В перерасчете на доллары это около 150 тысяч примерно. Я думаю, что эта цена довольно низкая для этого района, потому что здесь есть дома, которые, конечно же, больше, новее, но они стоят и по 3, и по 5 миллионов долларов. Но здесь нужен вклад. Вклад в ремонт, который обойдется от 50 до 100 тысяч долларов, наверное, минимум. Смотря, что здесь, какую реновацию делать. Ну а так, неплохая сделка могла бы быть. То есть неплохая. Неплохой район, неплохой Ну и дом. цена, соответственно, подходящая. Цена, да, не... Значит, 22 миллиона, курс сегодня 155 йен. 154, 150. Можно скалькулировать и получить точную цифру. Плюс Ну, оформление. подарочные, можно так Да, сказать. плюс оформление, плюс Подарочные, ремонт. То есть вы можете за примерно 230, 50 230-250 тысяч получить. И то в очень-очень хорошем районе, в котором многие японцы мечтают. Сколько здесь стоит новостройка в этом же районе? 70 миллионов плюс.
70 миллионов Причем плюс. это обычный дом, это не такой большой дом, это будет дом 90 квадратов, он будет новостройка, которая не будет прям блистать какой-то мега качеством, то есть это будет татури обычно. А если этот дом будет построен под себя, то это $1,5 миллиона, наверное, и выше. От миллиона минимум. Посмотрим в окно. В основном здесь все-таки преобладают новостройки. Ну, татури вот эти вот где-то по 70 миллионов. Да, ну не меньше 400 тысяч долларов. Не меньше здесь стоит, это мы знаем. Соответственно, в этом месте можно жить и за меньшие суммы, но с правильным вкладом. Такие дома попадаются. Но с вами были мы, команда На Эко. канале Eco Real Estate. И ждем с вами новых встреч. Комментируйте, что вам интересно, на какие темы хотите получать видео. Будем для вас максимально стараться. До новых встреч!